Во время фотосессии родители позируют вместе со своими сыновьями и собакой для семейного снимка. Затем фотограф увеличивает изображение и получает самое большое потрясение в своей жизни. Альбина осматривала сцену перед собой, поправляя ремешок фотоаппарата на плече. В нескольких шагах от них родители позировали со своими сыновьями, выстроившись в идеальную линию, а их золотистый пес покорно сидел у их ног. «Еще пару снимков», — радостно воскликнула Альбина. «Наклонитесь немного ближе, мама и папа. Замрите на секунду, ребята. Идеально». Она быстро сфотографировала семью в лучах заходящего солнца. Ребята весело улыбались, в то время как их родители смеялись. Альбина просмотрела несколько фотографий. Ей всегда нравилось просматривать их во время фотосессии. Однако на этот раз она ахнула, когда еще раз просмотрела фотографии. Она нерешительно провела пальцем по экрану, не отрывая глаз от изображений. «Все в порядке», — наконец спросила мать, заметив, что что-то не так. В ее голосе слышалось беспокойство. Альбина заставила себя улыбнуться, когда внезапно подняла глаза и сказала: «Да, все действительно хорошо. Я просто хотела убедиться, что освещение правильное». Однако она больше не обращала внимания на освещение. Она настраивала камеру, в то время как в животе у нее урчало. Ее пальцы слегка дрожали, когда она, прищурившись, смотрела на маленький цифровой экран. Она поднесла камеру к глазам и сделала еще один снимок, на этот раз сосредоточив внимание на том месте, которое привлекло ее внимание. Изображение вспыхнуло на экране. Как только щелкнул объектив, ее мысли заметались. Может быть, на объективе было пятно? Ошибка камеры. Ее руки автоматически потянулись за салфеткой, но эта деталь все равно была видна, когда она подняла камеру и сделала еще один снимок. «Не может быть», — сказала она едва различимым шепотом. Она приблизила изображение, и ее ладони стали влажными. Странность стала более явной и очевидной. Это было нелогично. «Извините, мы можем еще кое-что сделать?» — спросила Альбина и провела реорганизацию семьи, скрывая при этом растущий дискомфорт. На этот раз ее действия были механическими. Мысли сосредоточились на образе, запечатлевшемся в ее голове. Она сделала еще один снимок, она попыталась собраться с мыслями, но ее руки снова начали дрожать. Родители переглянулись, заметив, как резко изменилось ее поведение. Глава семейства подошел к ней поближе и спросил: «Все в порядке?» Губы Альбины напряглись, когда она изобразила еще одну улыбку, но в груди у нее все сжалось, когда она в последний раз взглянула на снимок, сделанный ее камерой. Снимок перенес ее на 3 года назад. Альбина была беременна. Как и любая мать, она мечтала о том дне, когда обнимет своего первенца. Когда, наконец, пришло время, и она взяла на руки своего ребенка, она никогда не испытывала такого волнения. Альбина отчетливо помнила каждую деталь, даже нежный плач, в котором, казалось, стоился целый мир обещаний, тяжесть младенца у нее на руках и его маленькие пальчики, обхватившие ее руку. Однако это счастье внезапно улетучилось. Медсестры унесли ее сына в детскую для обычного обследования, и Альбина заснула чутким сном. Кошмар начался, когда она проснулась. В больнице царил беспорядок. Врачи и медсестры в панике сбились в кучку, избегая смотреть на нее, и перешептывались между собой. Когда появилась полиция, она поняла, что что-то не так. Наконец к ней подошла медсестра и дрожащим голосом призналась: «Вашего ребенка нигде нет». Альбина была потрясена и опустошена. Этими словами ее ребенка забрали. Несмотря на тщательные поиски, просмотр записей с камер наблюдения и непрекращающиеся допросы, ее новорожденного мальчика так и не нашли. С тех пор прошли годы, но боль так и не прошла. Несмотря на то, что ее собственное сердце было разбито, Альбина с головой ушла в работу как фотограф. Она запечатлевала жизненные этапы и счастье других семей. Но всякий раз, когда она видела ребенка, ее охватывала тоска, когда она представляла, каким был бы ее сын в этом возрасте. Она понятия не имела, что случилось с ее сыном. Она и не подозревала, что воровкой была отчаявшаяся женщина, которая не могла забеременеть. Но когда она взяла малыша, он не переставал плакать. Женщина была встревожена. Несколько часов спустя
Охваченная страхом и стыдом, она оставила ребенка у входа в детский дом. Поскольку никто не знал о его происхождении, он получил новую личность и новую жизнь в семье. Альбина так и не узнала об этом. Все, что она знала, это то, что ее малыш потерялся в больнице. Полиция подозревала, что его украли, но дело так и не было раскрыто. Единственное, что Альбина не могла забыть о своем ребенке, это родимое пятно, которое она увидела на маленькой ручке своего сына. Эта метка запечатлелась в ее сознании. Она искала эту метку, когда посещала детские дома в надежде на чудесное воссоединение. Однако по прошествии 3 лет надежда начала таять. Ее шансы найти его становились все меньше и меньше. Однако материнский инстинкт не позволил ей полностью сдаться. Она осторожно изучала каждую семью, которую фотографировала, и каждого ребенка, с которым сталкивалась в поисках родинки, которую, как она думала, больше никогда не увидит. Сегодня Альбина переставила камеру и сделала несколько быстрых снимков семьи. Напряжение в груди стало невыносимым, но она старалась оставаться профессионалом. Однако мысли женщины метались в разные стороны. Могло ли это быть? Или она просто отчаянно пыталась найти связь там, где ее не было? Она решила, что не может оставить этот момент без ответов. С фотоаппаратом, висящим у нее на шее, Альбина подошла к паре, и ее голос дрожал. С напряженным, но с доброй улыбкой она спросила: «Извините, это может прозвучать немного странно, но сколько лет вашему младшему сыну?» Миссис Джерард, мать мальчиков, склонила голову набок. Она тепло улыбнулась и ответила: «Ему всего 3 года». Альбина почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Это не могло быть простым совпадением. Осторожно продолжила она, пытаясь скрыть растущее отчаяние. Какой очаровательный! Он действительно красивый. Мать улыбнулась, сказав: «Это лучший выбор, который мы когда-либо делали». «Что вы подразумеваете?» — спросила Альбина. «Мы усыновили его, когда ему был год. Он был таким очаровательным. Мы не могли оставить его», — рассказала миссис Джерард. Альбина сжала кулаки, чтобы успокоиться, когда у нее начали трястись руки. «Это потрясающе», — пробормотала она слегка дрожащим голосом. «В каком приюте, если позволите спросить?» Миссис Джерард вежливо ответила, хотя и была несколько озадачена. Всего в нескольких часах езды от города, в детском доме Святой Марии. Альбина была знакома с этим приютом, поскольку несколько раз посещала его, когда отчаянно искала своего сына. Но в то время не было никаких намеков, которые привели бы ее к нему. Нерешительно продолжила Альбина. «Надеюсь, я не перехожу границы дозволенного. Но, по-моему, у вашего младшего сына родимое пятно на руке». Альбина глубоко вздохнула и задрожала. Она больше не могла сдерживаться. «Я потеряла своего сына 3 года назад. Вскоре после его рождения его украли из больницы. Все, что я могу вспомнить, это родимое пятно, которое идентично тому, что на руке вашего сына». Джерарды остановились, недоумение на их лицах сменилось удивлением. «Вы хотите сказать?» — начал мистер Джерард, но когда Альбина заговорила, его голос дрогнул. Альбина кивнула, ее глаза наполнились слезами. Последующие дни были наполнены переживаниями и расследованием. Альбина проводила беспокойные ночи, мысленно переживая фотосессию, пока ждала результатов анализа ДНК. Что, если она ошиблась? Могло ли быть так, что она просто полагалась на жестокое совпадение? Но ее ожидало самое сильное потрясение в ее жизни. Вскоре пришли результаты анализа ДНК, и то, что они показали, развеяло все ее сомнения. Это был ее сын. Несмотря на первоначальный шок, Джерарды проявили невероятное сострадание и понимание. С грустью в голосе миссис Джерард заявила: «Мы понятия не имели. Мы лелеяли его, как если бы он был нашим собственным сыном. Но если вы его мама...» Альбина вытерла слезы и покачала головой. Она заметила: «Вы проявили к нему столько любви и заботы. Я бесконечно благодарна вам за это. Я не хочу разлучать вас с ним. Я просто хочу участвовать в его жизни». Во время трогательного воссоединения, которое организовали Джерарды, Альбина наконец-то снова взяла сына на руки. Он с интересом посмотрел на нее,
И она, переполненная эмоциями, провела пальцем по родинке на его маленькой руке. Миссис Джерард мягко сказала: «Ты его мать, и он должен быть с тобой, но если ты не возражаешь, мы бы тоже хотели стать частью его жизни». Альбина улыбнулась сквозь слезы и посмотрела на Джерардов. «Для меня это большая честь. Ему повезло, что у него есть вы оба. То, что началось как обычная фотосессия, закончилось чудом. Поиски Альбины закончились, но ее история с сыном и Джерардами только начиналась. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.